Всем привет, с вами Дэн и Велимерк, микробренд с Алиэкспресс, который уже я показывал на канале. И давайте его немножечко распакуем, да. Так, опа, опа, и посмотрим, сможет ли он удивить в очередной раз. Потому что пока что он удивляет, удивляет и еще раз удивляет. И это хорошо. Так, значит, пленочку снимаем, все в сторону. Опа. Ну давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Так, значит, по комплектику у нас, мы уже привыкли, Велимерк, инструкция, как укорачивать браслет. Инструкция на английском языке по часам, что, в общем-то, правильно. И вот такой вот инструментик у нас для того, чтобы укоротить браслет. Ну, в общем, всем обеспечены, если браслет стоит. Да, естественно, возможно, у нас тут будет ремешок. Сейчас узнаем. Честно говоря, заказал сразу несколько велимерков и не совсем помню. И travel кейс, который просто вот в хозяйстве необходимый в таком именно маленьком размере. Это прям класс. Да. Да, да, давай, давай, быстрее, быстрее. Вот это интересно. Вот эта моделечка у нас с карбоновым безелем, Точнее, не безелем, а циферблатом. Сейчас распакуем и продолжим. Итак, ну что, у нас современный такой... Ой, какой звук безеля, это приятный, да какой четкий. Блин, это один из лучших безелей за последний год, а тем более в этом ценовом сегменте. А ценовой сегмент здесь доступный, потому что на момент записи ролика, по крайней мере, 12 тысяч рублей. Понятно, на Алиэкспресс там туда-сюда цены скачут, но 12 тысяч рублей – это 120 баксов. 120 баксов. Значит, модель называется 157N с компасом, да. Внутренний безель здесь, за него отвечает заводная отдельная головка. И отличительная особенность – это здесь карбоновый черный циферблат. Ну, будем называть эту модель Carbon Black Dial, да. И вот с этим вот карбончиком, ребяточки, внутри стоит миоточка 8215. 42 часа запас хода, 300 метров водозащиты, сапфировое стекло, 316L сталь по корпусу и по браслету, сверху IP покрытие, люминофор имеется. И, конечно, я немножко удивлен, что такая цена. Ну, Велимерк всегда делает часы весьма и весьма доступные, при этом качество на высоте. По крайней мере, те модели, которые я показывал на канале. Вы мне писали в комментариях, типа, Дэн, давай что-нибудь покажи еще, и там давали разные ссылки. Слушайте, ну я вот в который раз восхищен. Реально взрослые часы по дизайну. Стрелки немножко похожи на стрелки Christopher Ward Trident. Ну, по крайней мере, часовая, минутная немножко другая. Ну, хотя тоже похоже, да, и секундная, наверное. Но все остальное, да, такое самобытное. И, конечно, вот с этим вот циферблатом карбоновым, да, по-другому выглядят часы. Ну, карбон это вообще модно, да, там сейчас многие дорогие швейцарские бренды из карбона корпус, там все остальное делают, и всегда это все супер дорого. А здесь ребятушки сделали по красоте и недорого, и недорого. Блин, это круто. Ну, давайте, ладно, по размерам все-таки пройдемся. 42 у нас по безелю, корпус. Вот в этой части, видите, здесь небольшой такой наплывчик между головками, поэтому здесь побольше. Ну, вот если так померить, ну, будет 42,3. Высота, я смотрю, не очень большая. 12,5, кстати. 12,5 при заявленной водозащите аж 300 метров. 20. Так, что у нас тут получается? Нет, лучше вот здесь как-то попробовать, потому что мне сдается, что первое звено, оно... Да нет, 21, все-таки 21, поэтому по ремешочку будет тяжеловато подыскать замену. Ну, тем не менее, бывает все равно. 47,5 у нас от ушка до ушка. И на моем запястье 18,5. Ну, посадка здесь идеальная, здесь все очень приятно сидит. Корпус такой вот вытянутый, узкий достаточно. Видимо, вдохновлялись действительно Трайдентом от Christopher Ward. И длинные уши, узкие, но при этом они загибаются вниз. И корпус такой немножко такой распластанный по запястью.
И удобно сидят, лучше сидят, чем часы в стиле Oyster. Хорошо, слушайте, хорошо. И видно, понятно, конечно, было бы лучше на стальном корпусе, здесь с покрытием все-таки, но видно, хорошо сделали они, хорошо сатинирование сделано, грани вот эта, нижняя грань, верхняя грань, центральная часть, потом верхняя часть по ушку. Здесь, конечно, ну постарались. И знаете, вот обводы все, они такие нерезкие, то есть вот и безель нерезкий, и нижняя часть корпуса, и ушки. Они выглядят такими резкими, но вот на ощупь ничего нигде не царапается. Знаете, это прям приятно, удобно. По браслету немножко есть. Здесь нижняя часть браслета, она немножко островатая, но в целом мне окей, да, но опять же, кому как. Браслет неплох в своей ценовой категории, не ждите от него чего-то такого потрясающего, но в целом он окей. Застежка здесь явно не дайверская, мне кажется, здесь с одной стороны окей, с другой стороны, раз уж вы заявляете 300 метров, наверное, стоило сделать застежку, где можно регулировать, да, все-таки это все дело, но на повседнев это лучше. Так, системы быстрой замены нет, опять же, в этой ценовой категории, наверное, я это не ожидаю, по крайней мере, пока. Миота, прозрачная крышка, задняя крышка у нас сталь без покрытия. В целом окей, И, наверное, я бы сказал так, что, как и в другой модели, которую я показывал от Велимерк, мне кажется, что корпус сделан несколько лучше, чем браслет. Я бы также сказал, что браслет своей цене соответствует, корпус дороже, чем его цена. Ну, тоже неплохо. Лично я в базе предпочел бы взять эти часы именно на браслете. А вот если... ну и сразу я думаю, что я бы все-таки браслет поменял на какой-нибудь интересный ремешок. Здесь и оранжевый подойдет, и черный, натовский, да, ремешок. Вот мне прям больше хочется здесь канвас ремешок, конечно, к этим часам, потому что стелс такой немножко в милитари, немножко в туризм. И, наверное, браслет окей к ним, но вот к этому дизайну, к этой специфике все-таки больше подойдет либо хороший такой плотный кожаный ремешок, либо я бы предпочел канвас, да, вот тот же натовский ремешок, что-то такое. Ну, это мое мнение. У вас оно может, конечно же, от моего отличаться. Так, кстати, я что-то протупил немножко. Заводная головка здесь не завинчивается. И вот эта головка у нас ходит тоже свободно, не завинчивается. Здесь можно компас выставить. Честно говоря, даже не очень предполагаю, как этим пользоваться. Ну, есть и есть, в принципе, да. Он приятно сделан на скошенной внутренней части безеля. По поводу заводной головки, то, что она не завинчивается и заявленная водозащита 300 метров, ну точно здесь 300 метров не будет, я думаю, что в лучшем случае 100 метров. Ну 100 метров окей, да. Вот. Значит, здесь приятно это, да, сделано. Здесь у нас первое положение переключает дату, второе положение переключает, соответственно, время. Давайте немножко поближе посмотрим уже циферблат. Да? У нас получается подложечка здесь такая вот из карбона. Дальше идет часовая разметка, накладные узкие длинные метки. Дальше минутная разметка и скошенный внутренний безель, который предназначен для компаса. Ну и минутная разметка на внешней части безеля, которая такая гладенькая, приятная. Ну, в общем, здесь... в принципе, тоже пригодится в хозяйстве, но глобально, с учетом того, что часы как бы туристические, водозащита здесь не супер большая в реальности, да, внешний безель, он скорее такую прикладное назначение имеет, как мне кажется. Значит, давайте, кстати, посмотрим, что у нас по весу на полном браслете. На полном браслете у нас 161,6. И в плане того, насколько браслета этого самого хватает. С учетом того, что у нас здесь никакого дайверского расширения нет. В принципе, оно-то и не нужно, потому что здесь все-таки меньше, чем 100 метров. 2-3 сантиметра. Ну, в общем, на небольшое и на среднее запястье эти часы сядут. Но, как я вам говорю, мне кажется, что все-таки к ним больше подходит какой-нибудь тканевый ремешок. Давайте еще сделаем одно маленькое упражнение на проверочку. У нас здесь сапфира. Сапфир имеется. Здесь все хорошо. Ну что ж, самое время посмотреть уже и. Так, что могу сказать? Антиблика здесь не хватает. И, по-моему, это такая семейная черта Велимерк. Но, опять же, с учетом цены, мне кажется, окей. И, слушайте, ну, прикольно. Здесь карбоновый такой безель. Симпатично выглядит.
Так, ну что, у нас не хватает внутреннего антиблика здесь, но вот циферблат вот этот, да, у него фактура такая очень интересная, здесь все симпатично. Внутренний безель, здесь внешний безель, две головки, корпус приятный и браслет. Между ушками здесь недополировано, но это частая проблема браслетов с IP покрытием, но в целом браслет, как мне кажется, достаточно окей. Ну и под задней крышкой можно посмотреть на миоточку у нас. Приятный циферблат и очень приятный корпус. Ну, что скажу по итогам. Конечно, свою цену часы отбивают полностью, потому что очень приятно сделан корпус, очень приятный циферблат, отличные характеристики, японская миота в наличии, сапфирчик, да, люминофорчик. Вот, и единственное, что обращайте внимание на водозащиту, здесь, конечно, какой-то дайверской водозащиты нет, но я думаю, что где-нибудь в районе соточки метров, скорее всего, они должны выдавать. Но этот момент, конечно, нужно обязательно проверять, поэтому нырять это все под ваше усмотрение. В целом часы понравились, отлично, марка делает приятные часы. На этом у меня все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.